Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню здорового, правильного, осознанного питания Nordic Balance. Друзья, как всегда, мы сегодня что-нибудь с вами вместе приготовим. Полезненькое, вкусненькое, быстро, которое готовится блюдо будет, да? И мы сегодня с вами приготовим лосось на гриле с соусом из шпината и сыра и легкий салат. Ну что, начинаем, приступаем перечислять наши ингредиенты. Значит, что мне потребуется для лосося на гриле? Лосось мы просто-напросто обжарим здесь где-то 400 грамм, не где-то, а 400 грамм. Вот, я немножко взяла спаржи, которую я тоже очень люблю обжаривать на грилевой сковородке немного, 4 ломтика или кусочка лимона, также эстрагона, веточка и некоторые другие специи на ваше усмотрение. Для соуса нам понадобится буквально вот сколько, ну тут чайная ложка, наверное, масла сливочного, 4 зубчика чеснока, сыр, у меня моцарелла, но специальная моцарелла, которая немного плавится. Здесь этого сыра, не ее, а сыра, это он. Сыра у нас будет где-то 150-200 грамм. Также идет одна средняя луковица. И 200 грамм свежайшего, хорошего, красивого шпината. Это то, что пойдет у нас в соус. Да? И я сделаю импровизированный салат, который будет состоять из разных листьев салата. Немножечко морковка у меня здесь тоже тертая. 1 апельсин. 1 перчик сладкий, такой, знаете, длинненький. Чили, тоже 1 маленький перчик. И я взяла 150 грамм артишока, который уже в масле. И это же масло будет у нас как бы заправкой. Ну что, друзья, приступаем. Для начала я уже немного подогрела нашу грилевую сковородку, которую я хочу немножко, сейчас она на 15, мы сделаем ее где-то на 10. Вот, я полью немножко маслицем. Вот так вот для нашего лосося, чтобы он не пригорал. И сейчас мы выложим этот лосось с этого блюда прямо на нашу грилевую сковородку. Видите, он такой красивый. Я его сначала положу кожей вниз. Так вот он начинает у нас шкварчать. Здесь же я выложу наши лимоны. Вот. И чуть позже я сюда же положу нашу аспаржу. Сейчас мы приступим с вами к приготовлению соуса, который я буду готовить вот в этой вот кастрюльке. И для начала мы выложим маслице, сливочное масло, которое должно растопиться. Вот так вот. И когда оно растопится, то мы в него выложим наш лучок. Вы знаете, так интересно. Я начала записывать наши видео, как я готовлю вместе с вами, когда началась пандемия, да. Это уже 10 месяцев тому назад. И за это время мне муж поменял плиту индукционную, потом он купил вот эту шикарную сковородку, которая грилевая, да, она снимается, она такая тяжелая, большая, вообще это самая дорогая сковородка, которая вообще у меня когда-либо была. Он ее купил. А сегодня нам привезли новую духовку, так что, дорогие мои, видите, как на пользу идет даже такой момент грустный, как пандемия. Мы готовим больше, записываем видео. Вот, я положила уже наш лучок, и мы обжариваем его вот так вот в этой кастрюльке. Как только он начнет подрумяниваться, я добавлю сюда же наш чесночок. Здесь у нас где-то 4 зубчика чеснока, который я просто порезала, так, знаете, мелко, но не старалась как бы превратить это резание в такое искусство, скажем, да.
Ну вот, лучок уже подрумянивается, и я сюда добавляю наш чесночок. Запахи великолепные у нас в кухне. Все очень вкусненько. И буквально через пару минут я добавлю в лук и чеснок вот этот вот сыр. Как я сказала, сыр — это такая специальная моцарелла, которая должна растворяться или, не знаю, она имеет такую возможность, как бы, иметь такую структуру, более, как сказать, тянучую такую структуру. Вот. Мы его добавим. Но вы можете, если у вас нет такой моцареллы, вы можете добавить Филадельфию или какой-то другой творожный сыр, который сделает консистенцию такой молочной, знаете. Вот. Ну и теперь вот я немножко, по чуть-чуть буду добавлять этот сыр. Так, пока столько мы добавим. И посмотрим, что у нас будет получаться. Вот, он уже начинает плавиться и тянуться. Угу. Так, пожалуй, я добавлю и остальной сыр, потому что все у нас прекрасно получается. Температура для нашего соуса, она не должна быть очень большой. Я себе сделала 13, но, пожалуй, я немножко уберу до 9, да. Вот. Все это нужно мешать тщательно. Пока сырок наш плавится, я посолю наш лосось. Вот, соль у меня такая гималайская, розовая, видите? Она очень полезная. И поперчу наш лосось. И также добавлю перец. У меня, как всегда, тоже такой смесь разных. И красного, и черного. Какой еще этот может быть, да? Вот. Сыр плавится великолепно, друзья. Соус будет шикарным. Так, и теперь я бы хотела положить пару веточек аспаржи. Пусть она тоже жарится. Так. И, может быть, потом мне нужно будет щипчики достать это все. Так, и тем временем, чтобы не терять наше драгоценное время, ваше драгоценное время, я начну делать салат. Как вы поняли, все ингредиенты у меня готовы. Я просто-напросто их сейчас смешаю. Так. В этот маленький салатник я выложу, как я уже сказала, всевозможные. Вот микс такой салата. Его не так много. Сюда же я добавляю наш апельсин. Вот так вот. Наш сладкий красный перчик. И дополнение чили. Желтенький у меня сегодня. Он очень даст пикантность такую хорошую. И, как я уже сказала, мы сюда добавляем артишоки. Они маринованные, они с баночки, да, то есть они уже имеют такой прекрасный, чудесный вкус. И они в масле. Вот так вот будет выглядеть наш чудесный легкий салат, который подойдет великолепно к нашему лососю. Вы еще могли бы сюда добавить, не знаю, вместо артишока, как я хотела сказать, какие-то оливки или же каперсы. Очень хорошо подойдет сюда к нашему лососю, естественно, фенкель. Ну вот, пока мы оставляем наш салат и возвращаемся к нашему лососю. Посмотрим, что у нас и как. Я, пожалуй, возьму еще лопатку одну, чтобы перевернуть его покрасивее. Вот так вот. И мы нашу прелесть переворачиваем лимонами вниз. То есть у нас ничего никак не пригорит. Вот так вот. Также я его присолю.
и поперчу. Смотрите, все как быстро. Салат готов. Опс. Соус у нас уже тоже почти готов. Осталось его немножко подсолить, приперчить. Давайте сразу этим и сделаем. Раз у меня перец в руке, вот, я немножечко его приперчу. Так. Добавлю сюда же соль нашу гималайскую. Опять же, попробуйте, все на ваше усмотрение. Не должно быть ничего пересоленным в нашей жизни. Потому как соль у нас получаем мы из многих других блюд. Видите, как все получается? Ровненько, гладко. Так, и теперь я возьму, добавлю наш эстрагон и другие специи сюда. И отложу нашу всю прекрасную посуду в сторону, чтобы она вас не смущала. Вот так. У меня теперь есть такой специальный столик, который мне муж тоже приготовил для посуды. Так что у меня теперь прям моя кухня все больше и лучше способствует моему творчеству. Давайте перевернем немножко аспаржу. Вот, все как хорошо. Я очень люблю всегда грилить аспаржу. И знаете что, мы можем также взять, дополнить эту сковородку черри-помидорками. Я, как всегда, импровизирую. Вот мы их немножко положим сюда, и будет такая у нас прям красочная история, да? Так, что мы имеем? В этот соус я хочу добавить наш шпинат. И мы сейчас посмотрим, сколько. Я приготовила здесь, как из пачки, 250 грамм шпината. Опс, он упал. Но видите, у меня прям все прыгает, как обычно. Вот, но мы сейчас с вами посмотрим, сколько его нам нужно будет. Может быть, понадобится нам его и меньше. Но обычно он очень как бы уменьшается в размерах. Сейчас и мы это увидим с вами. Все прекрасно. Вот. Он тоже даст немножко сок нашему соусу. Видите, он такой сырный, красивый. Получается, нельзя сказать, что он сливочный. Но вот видите, я думаю, что я еще добавлю немного этого шпината. Шпинат, он богат всевозможными витаминами и минералами. Сейчас я много делаю, кстати, видео о том, какие минералы и витамины нам необходимы. Так что, я думаю, лишний шпинат в нашем соусе сырном не помешает. Вот так вот. И спокойно мы можем отправить остаток нашего шпината. То есть у нас ушло в наш соус 250 грамм. Это одна пачка шпината. Все, и он себе прекрасно доходит. Опять же, не нужно его сильно пересаливать, потому что сам сыр имеет соль. И вы потом, когда соус будет готов, лучше потом его как бы попробовать еще раз и добавить ту же самую соль или перчик, или что вам покажется необходимым. Вот соус наш готов. Сейчас смотрим, как у нас тут аспаржа тоже великолепно поджаривается, да, и наши помидорки тоже. Вот, они уже так взялись хорошо. Угу. Видите, подрумяниваются. Так, что у нас происходит с нашим лососем? Давайте посмотрим. Выглядит чудесно. Но я бы сейчас все же, может быть, немножко прибавила температурки. Вот на 12. И я могу чуточку вспрыснуть саму кожу
лосося, немножко маслом оливковым. Помешаем еще раз наш соус, и все. Дорогие мои, соус готов. Я его выключаю. Или он может вот еще постоять на нашей конфорке и немножко дойти, да? Так. Вытираем немножко плиту. И я хочу попробовать перевернуть наш лосось. Еще разок. Оп. Все у меня улетело. Так. Лосось тоже готов, дорогие мои. Смотрите, какая прелесть. Сейчас я возьму еще эту дольку. Все чистенько, не волнуйтесь, у меня все идеально всегда. Так что если что-то у меня прыгает или убегает, не переживайте, все у нас чудесно и чисто. Так, еще красоту, вот эту веточку мы вытащим, если у нас получится. Ну и, пожалуй, все, наше блюдо готово. Посмотрите, какая у нас великолепная композиция получилась. Лосось обжарился очень быстро, а спаржа также. Соус готов и салат также готов. Сейчас я это все выложу в нашу форму. Соус я перелью тоже в соусник. Все, помешали еще раз. Видите, как хорошо у нас все получается. И переливаю я в форму соусника. Так, чтобы вам было видно, я, наверное, вот так сделаю. Видите, какой он густой, такой сырный получился соус. Вот. Прекрасно. Остатки мы потом дольем, когда покушаем. Вот. Сюда же мы добавляем нашу великолепную ложечку для соуса. Вот так вот. И выкладываем наш лосось в наше блюдо. Я пока сюда к вам передвинусь, чтобы далеко его не нести. Включаем плиту и перекладываем наш лосось. Вот такой вот он у нас получился прекрасный. И как все быстро, вы видели? Ну просто очень все быстро происходит на моей кухне. То, что я люблю, то, что я ценю. Вкусно, полезно и быстро. Вот так вот еще два этих помидорки. Только их нужно поймать, конечно же, да. Вот так вот. И вуаля, друзья, мы с вами приготовили прекрасный ужин. За сколько минут, скажете мне потом. Вот так вот у нас все получилось. Я выключу нашу вытяжку МГД, потому что она шумит. Вот что у нас получилось. Великолепный салат. Вкусный, полезный, нежирный. Великолепный лосось, который тоже очень полезный и выглядит, мне кажется, очень даже аппетитно. Вот. И прекрасный соус сырный со шпинатом. Вкус будет великолепный. Вы можете к этому блюду подать, естественно, если вы не на стадии снижения веса, я не знаю, картошку или, может быть, рис очень хорошо подходит. Некоторые очень любят пасту. Пожалуйста, подавайте, если вы, опять же, не на стадии снижения веса. Мы же кушаем Nordic Balance по-другому. Мы убираем углеводы быстрые и стараемся как бы заменить это все другими компонентами. Дорогие друзья, спасибо, что заглянули сегодня ко мне, и я надеюсь, вам мой рецепт понравился. Все это быстро, вкусно, и опять же, не бойтесь еды, но и помните о том, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Спасибо еще раз, что заглянули ко мне сегодня в гости на мою кухню Nordic Balance. Подписывайтесь, делитесь моими рецептами со своими друзьями, родными, близкими и живите здорово, будьте здоровы, счастливы, любимы и
До новых встреч. Пишите в комментариях, какие бы рецепты вы хотели видеть. Я с удовольствием буду их для вас готовить. С любовью была с вами сегодня ваша Виктория Андерсон. До новых встреч. Пока!